Предстоящие выборы будут фальсифицированы. Откуда люди взялись? Мы сейчас говорим об одном человеке, об одном единственном человеке. И За что боролись? уж куда-куда, но в русский мир очень не хочется. Добрый день, друзья! У нас сегодня есть уникальная возможность побеседовать с человеком, который очень много сделал для белорусского протестного движения. Это Михаил Рубин, который является координатором проекта Exit Poll, секретарем движения «Беларусь и зарубежье», а также членом попечительского совета фонда «Страна для жизни». Добрый день, Михаил. Леша, добрый день и спасибо за приглашение, за такие теплые, приятные слова. Ну, знаешь, я думаю, что человек, который столько сделал для Беларуси за последний год, заслуживает гораздо более теплых и более сердечных слов. Но, тем не менее, давай начнем сначала. Насколько я понимаю, для тебя вот первые шаги в протестном движении были вот как раз связаны с экзит-полом. Так? Или чего-то я не знаю? Наверное, это были вторые шаги, но вначале о двух терминах. Само протестное движение для меня тогда не существовало, как, наверное, и сейчас не существует. Это все-таки не протест, а больше борьба для достижения какой-то цели. И второй термин, еще раз огромное спасибо за теплые такие слова, но, наверное, тяжело мерить чем-то осязаемым, кто сделал много или мало, потому что каждый бросок вот в эту общую копилочку нас приближает чуть-чуть к этой цели. И еще раз, это не протест против чего-то, а все-таки движение и желание достигнуть чего-то у нас на родине, изменить. Для некоторых вернуться, для некоторых, как я 100%, сразу честно, откровенно скажу, уже никогда не вернусь, постоянно жить в Беларусь, но все-таки желание видеть свою родину другой, не той, которую картинку мы получаем сейчас. Ну, я с тобой согласен, что, конечно, движение, борьба против — это всегда негативная какая-то коннотация, да, хотелось бы все-таки бороться за. И вот, к слову, возвращаясь к экзит-полам, за что боролись? Снова к слову и снова к теме. Экзит-пол все-таки был для меня вторым шагом. Первый шаг, который меня привел во всю эту повестку и изменил мою жизнь больше года назад, год с небольшим, это первая волна арестов и просто неописуемо негативной информации, которая приходила с родины, которая приходила из Минска. И этот, на самом деле, тот момент был, когда уже нельзя было в стороне оставаться. Я 25 лет не живу в Беларуси, но всегда оставался очень хороший контакт, нежный, душевный контакт с родиной. И вот этот момент был как-то на самом деле переломным. И я просто не мог оставаться в стороне. Во Франкфурте организовывались первые митинги. Меня, как тогда еще действующего муниципального депутата, пригласили на них выступить, как выходцы из Беларуси. И вот этот эмоциональный и душевный подъем, который я увидел у тогда только-только зарождающейся диаспоры белорусской, у белорусов, живущих за рубежом, некоторых давно, некоторых недавно приехавших и обосновавшихся за рубежом, в данном случае в Германии, во Франкфурте, он просто не оставил равнодушным, потому что был такой эмоциональный толчок, и все сходились к одному: предстоящие выборы будут фальсифицированы, но мы должны с этим бороться, мы должны показать миру, что они фальсифицированы. Наверное, никто не сходился к мысли, мы можем как-то противостоять и сделать по-настоящему демократическими выборами. Я думаю, к слову демократии мы в сегодняшнем разговоре еще с тобой вернемся. Она нас сопровождает последний год очень близко. Или не сопровождает. Но, во всяком случае, это слово для нас стало уже каким-то таким нарицательным словом, не просто термином политическим или каким-то научным. Но еще раз, вот этот общий подъем, что-то сделать, наверное, привел нас всех туда, где мы сейчас находимся. И да, второй шаг после выхода на площади, на улицы в европейских городах был тот самый уникальный проект Exit Poll, который сложился буквально за 2-3 недели, в котором приняло участие 250 волонтеров. Мы, когда сейчас оглядываемся назад, вспоминаем, до сих пор не можем найти вот эту точку, откуда люди взялись. Там же 27 пунктов, да, по-моему, обеспечили. В 27 местах, консульствах и посольствах обеспечили опрос выходящих из избирательных участков, проголосовавших. Но вот эта массовость, 250 человек организовались буквально за 2-3 недели. Это был первый показатель и толчок, что бы ни происходило, как бы ни проходились фальсификации, какой бы огромный террор после этого не возник, есть вот этот запал, есть желание противостоять.
и дальше все развивалось. Слушай, ну кроме запала, там же и очень серьезная методическая работа была, правильно, чтобы всех обучить. Там же вряд ли опытные какие-то люди пришли. Наверное, это был такой симбиоз. Во-первых, команда, которая организовалась и координировала весь этот процесс, с душой этой команды это Артем Ледовский, который взял на себя не только эмоциональную составляющую, но и именно методологию, кропотливую работу. Мы недавно с Артемом разговаривали, когда я сказал, что он может 2 ночи подряд не спать. Он подтвердил, что во время экзит-полов это было намного больше. Да. Конечно, это было полнейшее выкладывание, самоотдача, но все-таки вот эмоции нельзя со счетов сбрасывать. Это был первый показатель, что многие не остались в стороне, просто не могли остаться в стороне. Ну, скажи, а вот мы знаем, да, что экзит-полы показали однозначно победу Тихановской. Вы на что рассчитывали, какого ожидали, не знаю, каких последствий от вот этой информации? Во-первых, не только эта информация была донесена, а факт, что практически все консулаты не решились фальсифицировать. Мы тогда еще декларировали, что мы не работаем против, мы работаем вместе с избирательными комиссиями, которые находятся в консульствах и посольствах по всему миру, и хотим только подтвердить их результат. Вот такой прогрессивный посыл был, и он сработал. Только несколько консульств и посольств, в которых находились избирательные участки, все-таки остались верны себе и сфальсифицировали довольно в широком диапазоне. Все остальные протоколы практически сошлись с нами. То есть первый показатель был, это не только реальность результатов, а то, что можно честно вести выборы, можно не фальсифицировать протоколы, не фальсифицировать их результаты. Это был первый показатель, может быть, когда-нибудь работники консульства, посольства, наши дипломаты скажут нам спасибо, что мы просто поставили такой барьер и не дали им его переступить, им не надо было идти на сделку с совестью. Это был первый результат. Второй, конечно, результат, мы получили реальные результаты. И мы готовились, если честно, к худшему. Мы не ожидали, что наши протоколы сойдутся практически с протоколами основных избирательных комиссий за рубежом. Мы были готовы и к юридическим последствиям. Мы готовы были подавать в некоторых странах с англосаксонской юриспруденцией в суд на результаты. Этого ничего не понадобилось, потому что результат просто был ошеломляющий, то, что сошлось. И, конечно, я только что озвучил с просто сокрушительной победой Светланы, что легло снова в общую копилку вместе с работой Зубра, «Голос», других инициатив. Было на это основании уже дальше возможность строить те структуры, те проекты, которые сегодня родились. Ну, а на твой взгляд, аргумент власти о том, что это вот заграничные белорусы так проголосовали, а внутри страны они все-таки вот на самом деле за Лукашенко проголосовали, он как тут может быть? Аргументов может быть много, но здесь есть несколько аспектов. Во-первых, были избирательные участки и внутри Беларуси, конечно, не с такой разгромной победой Светланы, но там, где не фальсифицировались, там сразу же это бросалось в глаза. Это первое. И второе, в Беларуси де-факто не было экзит-полов свободных. То есть мы не знаем в конечном итоге, что произошло, и это основной вопрос. Если бы разрешили проводить те самые экзит-полы, которые де-юре разрешены в стране, независимой организации, может быть, и там был бы другой результат. Не надо было через окно выносить избирательные бюллетени, когда стоят люди на выходе, абсолютно нормальная мировая практика, опрашивают, и, может быть, результат был на самом деле другой. Ну, а у вас, скажи, была надежда, что после публикации результатов каким-то образом власть на это отреагирует или люди как-то отреагируют? То есть чего вы ждали? Вот, ну, показали, да, окей, вот наглядно видно, была фальсификация, вот как проголосовали на самом деле. Ну и что? На самом деле люди отреагировали, но мы не ожидали, что реакция будет такой, ответная реакция. Люди отреагировали сразу же, буквально за 20 минут, полчаса после оглашения результатов, особенно в Минске, в крупных городах. О последствиях не нам с тобой сейчас рассказывать, все в курсе. Вот этого мы не ожидали. Мы не ожидали того объема насилия, которое будет ответ на эту реакцию, на эту информацию. Фактически наша информация в том числе, и экзит-полов, и огромный поток насилия, репрессий, которые обрушились. Слушай, ну насилие и запрет экзит-полов — это же по сути звенья одной цепи, да? То есть это одни и те же действия, направленные на удержание власти любой ценой.
Наверное, с точки зрения какой-то юридической или дипломатической, даже научной, да, но для меня лично этот поток репрессий и насилия сыграл очень решающую роль тем, что меня до сих пор не отпускает эта тема, эта повестка занимает большую часть моего времени. Все-таки эмоционально нельзя в один ряд это ставить. Когда ломаются человеческие судьбы, теряется здоровье, а самое страшное — жизни, но никак не поставить в один ряд с цифрами в избирательном бюллетене либо итоговом протоколе. Да, но с другой стороны, ну, наши оппоненты, они же, в общем, показали таким образом, что они готовы на любые действия ради сохранения власти, да, то есть как бы первое звено — это запретить экзит-полы, второе звено — там, запретить наблюдателей, повыгонять их с участков, ну а дальше власть последовательно, она все более и более жестко подавляет любую возможность, любую угрозу себе. Полностью с тобой согласен, и даже рискну, опасно, что сейчас в меня полетит один или другой камень, но все-таки, если я себе лично скажу, ну, мы уже не первое десятилетие живем с фальсифицированными выборами, и, наверное, я бы сейчас жил своей размеренной, нормальной западной жизнью, если бы не было этой волны насилия, арестов до выборов, каких которых раньше еще даже не было, ну, просто так, и то, что случилось 10, 11, 12 после выборов, наверное, все-таки на меня это эмоциональное произвело впечатление намного больше, чем вот такие формальные запреты, фальсификации и так далее. С ними мы, к сожалению, уже свыклись, но когда забирается жизнь, здоровье в таком массовом объеме и целенаправленно, ну тут уже нельзя оставаться в стороне, и это увидел весь мир. Мы видим тоже реакцию всего мира, и политического, и общественного голоса мира. Такого тоже раньше не было. Немножко поругали, сказали а-та-та, и потихонечку снова выпускали политических заключенных, снова забывали про санкции, про ситуации. Цикл, да. Я сейчас не просто надеюсь, я уверен, сейчас этого не произойдет. Просто режим показал всему миру, где та точка, после которой уже нельзя просто сказать а-та-та и ждать снова, пока будут выпущены из тюрем заложники. Слушай, ну вот эта наша борьба она заканчивается где? Когда уходит действующая администрация от власти? Или что? Наверное, в данном случае как раз легко сказать. Даже не действующая администрация, мы сейчас говорим об одном человеке. Об одном единственном человеке. И первый этап, да, наверное, вся борьба, да, скорее всего, достигнет своего результата, когда тот самый, терминов уже много, от Семенепалова до самопризнанного, самоназначенного президента, да, когда, назовем прямым текстом, Лукашенко уйдет, это будет достигнут большой пункт, и фактически будет достигнута цель. То, что будет потом, будет очень тяжелый период. Никто не хочет это скрывать и не может это скрывать. Будет тяжелый период и восстановления экономики, и построения того гражданского общества, которое было год назад рождено и убито. Убит, мертв. То есть надо будет это гражданское общество по крупицам заново восстанавливать. Снова вернемся к слову демократия. Эта демократия должна снова приживаться у нас на родине. Будет тяжелый период, но все-таки цель будет достигнута в момент ухода любым путем. Мы не знаем, как сценарий будет развиваться. Мы видим, как действующий самоназванный, самопровозгласившийся президент, я как один из координаторов экзит-пола могу с полной ответственностью это говорить, потому что это факт, я видел своими глазами реальные результаты. То есть тот момент, когда он каким-то образом не будет больше иметь власть, это будет, да, достигнут большой майлстоун, будет достигнут результат. Дальше будет нелегко, но будет уже проще. Слушай, ну вот по поводу с уходом одного человека, там невольно вспоминается сказка Шварца «Убить дракона», да? Когда рыцарь, убивший дракона, сам становится драконом. Скажи, вот нету ли риска, что победив, ну, кто-то просто займет место царя, и мы таким образом, ну, то есть царя свергнем, но не царизм как таковой? Риск, наверное, есть везде, но и на ошибках учатся. Наверное, слишком долго терпели, молчали, и я в том числе. Я
абсолютно не складывая с себя личную вину, но, наверное, столько уже терпеть, молчать не будут. И вот этот урок, который весь народ получил за последних 26 лет, не пройдет даром. Уже сейчас очень много дискутируется, как должно строиться общество, какая должна быть конституция, какая должна быть республика президентская, либо парламентская и так далее. Я думаю, все эти дискуссии снова возобновятся после дня, некоторые его называют X, некоторые B, во всяком случае после ухода действующего режима. И да, будет довольно серьезная, ответственная работа всего общества, всех политических и общественных деятелей, чтобы тот самый дракон снова не возродился. И если я попытаюсь предсказать свой следующий вопрос, рецепта у меня, конечно, нету, но есть просто уверенность, исходя из моего политического опыта последних 10-15 лет в Германии, я все-таки абсолютный фанат многопартийной системы, парламентской структуры построения политической власти, где нету власти у одного человека, где все-таки очень все сосредоточено вокруг парламента, который занимается профессионально подготовкой и принятием политических законов, где есть правительство, которое исполнительная власть, с большим ударением на слово исполнительная, исполняет то, что решил народ, репрезентативный орган, где делегирует избиратель своих представителей, не сам решает, как в Швейцарии, например, где абсолютно демократия широко трактуется, или как в Англии, Брексит у нас еще у всех на хорошей памяти, где можно немножко это манипулировать, где те, кто много популистических идей вбрасывает в медиапространство, иногда выигрывает. Вот это очень-очень тонкая нить между быть популярным и популистом, иногда не нить, а грань, иногда переходит. Надеюсь, этого у нас на родине не случится. Я сейчас вижу очень много умов, которые уже выдвигают прекрасные идеи, много специалистов, много профессионалов, которые вернутся домой и на лучших опытах мировой политической системы, истории, не забывая нашу историю, новейшую, последних нескольких десятилетий, все-таки сможет построить политическую систему, которая предотвратит появление следующего дракона. Ну, дай бог, потому что, ты знаешь, вообще популизм – это же болезнь молодых демократий, да, если ты посмотришь карту распространения популизма, обычно в странах, которые не обладают вот этой столетней историей, да, популизм расцветает бурным цветом. И у нас, как мне кажется, люди в целом, они тоже бы скорее сейчас популиста выбрали, чем какого-то реального деятеля. Знаешь, популизм – это болезнь не только молодых демократий. В Германии мы можем сейчас привести много примеров последнего десятилетия, где популистические партии такими вот резкими лозунгами, в первую очередь связанные с борьбой против единой валюты, с кризисом, который принес кризис эмигрантов недавний. Конечно, на таких событиях очень легко строить политику популистическими лозунгами. Я все-таки уверен, что у нас в Беларуси такого не произойдет. Слишком будет еще на виду вот этот урок, который мы получили за последние десятилетия. Уверен, что он сработает, этот урок новейшей истории. Не просто будет еще к этому моменту не забыт, а будет настолько еще обнажен, болезненен. Мы с тобой не можем себе представить, чем все разрешится. Конечно. И сколько еще, к сожалению, может крови пролиться. Поэтому просто уверен, что не сможет быть назад какой-то виток. Я не политолог, не могу какие-то строить конструкции и прогнозы. И давай вообще не будем эту тему касаться. Я сейчас один раз только скажу это слово. Но все-таки есть такое чувство глубокое, что без участия России в том или ином контексте белорусский кризис или та ситуация, которая сейчас не разрешится, я очень надеюсь, что тот самый дракон, про которого ты говоришь, не будет трехколорным, пришедшим с той стороны. Не трехголовный, а трехцветный. Ну, да, слушай, это ты глубоко копнул. Давай эту тему Да, я тоже надеюсь, что белорусы получили прививку от
там, популизма, от диктатуры, и больше нам это не грозит. Ну, ты прав, давай не будем трогать, давай посмотрим, к чему это все придет. Хотя давай еще тему демократии коротко затронем. Если уж мы говорим, наверное, это самое хорошее лекарство от популизма, от диктатуры, но к этому тоже этот путь еще довольно длинный. За столько лет общество, избиратели, граждане, наверное, просто отучились и отвыкли от того, что голос имеет цену, что каждый голос имеет цену. Иногда 10-20 голосов решают, избиратели, я имею в виду голосов, решают политическое направление жизни, если в Германии говорим про федеральные земли, либо вплоть до того, что всей страны. У нас, к сожалению, нет, мы привыкли, что бы я ни проголосовал, будет одно и то же. И тут, может быть, даже мы говорим не о выборах президента, парламента, а на местах. Для этого надо, чтобы полная реконструкция случилась всей политической системы, чтобы избиратели поняли, что когда они идут на выборы, а особенно на локальных, муниципальных уровнях, они могут что-то изменить. Мой отданный голос будет решать, будет стоять скамейка в парке, либо светофор будет переключаться на 10 минут дольше, либо зеленый и другой цвет. Должен быть вес голосу. И, конечно, для этого надо будет много работать, много это объяснять, показывать на примерах. И тут, наверное, весь мир поможет не только материально, а и принесет вот эти ноу-хау политического образования, политического воспитания. Не значит, надо взять за ручку кого-то привести на избирательный участок, но надо показывать, будет на самом деле много примеров, и это будет гарантия вот этой вот развития здорового общества. Ну, то есть, другими словами, вот эту нашу науку и наше понимание демократии надо брать с самого низа, да, с первичных ячеек гражданского общества. То есть, когда там какой-то условный сельсовет сформирован большинством, да, они избирают человека, который действительно принимает местные решения, видно, как оно работает и есть ли в этом смысл. Ну, это хорошая мысль, но, насколько я знаю, вот те предложения, даже которые с оппозиционной стороны по изменению Конституции были сделаны, в принципе, наверное, нигде вот эта тема местных советов так особо не прорабатывалась. Может быть, вот это как раз один из ключей для там, нашей будущей системы. Да, ты абсолютно прав. Мне очень нравится система построения именно муниципальной власти, муниципальных принятий решений, например, в Германии, даже в таком мелочи, что депутатом местного совета, районного, городского, областного можно быть только живя в своем избирательном округе. Потому что звучит это, если напрямую перевести на немецкий, каждый депутат любого уровня, даже самого низкого, должен сам страдать от своих собственных решений. Соответственно, каждый избиратель должен сам страдать от тех людей, кого они избрали. Я сейчас ни в коем случае не хочу обвинить избирателей Беларуси, что они сейчас страдают от нашего так называемого. Они не избирают. Кто избирает, тот и страдает. Именно поэтому, потому что не дают избрать. Но вообще, да, надо будет все-таки каждому осознать, что его голос имеет реальную цену, имеет реальное значение, особенно на локальном уровне. И абсолютно ты прав, там, или это должно быть прописано в Конституции, или можно будет потом какими-то подзаконными актами все-таки поднять роль муниципальных советов, роль самоуправления на местах, и потом дальше двигаться уже и выше. Да. Слушай, ну давай вернемся за границу. Мне хотелось бы вот про белорусов зарубежья с тобой чуть подробнее поговорить. Скажи, а есть такое ощущение, что вот только сейчас, по сути, эта белорусская диаспора как бы и случилась? А до этого ее, ну, как бы и не было. Знаешь, для меня лично, наверное, вообще появилось ощущение, что белорусы за рубежом вдруг появились только сейчас, не говоря уже о диаспоре. Да, конечно, это опять мое личное субъективное мнение. Да, то, что я вижу, вот этот вот порыв объединиться и быть вместе, он появился, конечно, сейчас на вот такую страшную ситуацию на родине. И у всех, может быть, как личная мотивация чуть-чуть отличается друг от друга. Кто-то хочет быстрее вернуться домой, у кого-то там остались родные, близкие, друзья, какие-то другие предпосылки. Но все-таки объединяет всех больше, наверное, вот это эмоциональное переживание, картинка, которая приходит, медийная картинка, которая приходит с родины.
ну, наверное, никого не оставляет равнодушными. Даже не родившихся и выросших в Беларуси, даже не имеющих белорусские корни, не говоря уже о тех, кто все-таки душой и сердцем прикреплен к родине. Ну, а скажи, это, на твой взгляд, это, ну, как бы уже навсегда с нами вот такая диаспора? Или оно может повторить путь, грубо говоря, вот волны иммиграции после революции, да, там, БНР, которая, ну, в общем, стала такой вещью в себе и не объединяла белорусов всего мира на самом деле? Просто уверен, что уже не изменится диаспора, которая, во-первых, сейчас вместе сплотилась. Идут процессы о уже каких-то формализации этих структур. Практически во всех странах уже суполки диаспоры формально регистрируются, получают какой-то юридический статус, объединяются между собой. Когда-то это все закончится, то, с чего мы начали, когда-то все-таки диктатура падет, и лишь только тогда диаспоры будут на самом деле спрашиваемы. Мы с тобой говорили об этом. Тот опыт жизненный, политический, экономический, который мы получаем в странах, в которых мы уже разное время, но проживаем, будет просто необходим на родине. И я думаю, уже не остановится вот это движение, которое будет в разных смыслах, в разных качествах, но все-таки приносить пользу. То есть диаспоры еще более востребованы будут? Я думаю, что еще больше востребованы, чем сейчас. Сейчас мы помогаем, чем можем, но наши действия немножко стеснены рамками действия у себя дома. Дома, к сожалению, не дома там, где мы родились, выросли, а дома, который наш новый дом появился. Мы сейчас с тобой тоже разговариваем не в Минске. Не в Минске. А все-таки, когда граница откроется, колючая проволока падет, в диаспоре будут очень спрашиваемы, будет мир снова открытым, не только из-за короны, не только из-за диктатуры. Снова можно будет прилагать много усилий для построения то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Не только в политическом, в общественном смысле, но и в экономическом тоже, наверное, ни для кого уже давно не секрет, что к моменту падения режима экономическая ситуация в стране будет не самая лучшая. Скорее всего, да. Она уже сейчас довольно плачевная, и никаких сейчас я не вижу предпосылок, несмотря на эти формально, виртуально выцарапанные миллиарды, миллионы помощи, не думаю, что когда-то оно пойдет вверх. Ну, тенденция видна. Хотел еще задать тебе вопрос по народным посольствам. Насколько я знаю, ты очень так хорошо, основательно приложил руку к созданию этого проекта. Какие перспективы, как они работают? Это же достаточно уникальная штука, да? Я, насколько знаю, не было в истории никаких таких примеров народных посольств. Она не просто достаточно уникальная, это очень уникальная штука, как ты ее назвал, очень уникальный проект. И один из действующих проектов, работающих проектов диаспор, подчеркиваю диаспор, потому что народные посольства, которые организовались как ответ не работающим реальным посольством и консульством в наших странах, как ответ фейковой организации МИДа, так называемого консультационного совета белорусов зарубежья, который, подвластно, прекратил полностью свое существование. Кроме всего этого, проект работает, и мы за последний год, неполный год, наработали хорошие связи, отношения, мы воспринимаемы МИДами стран, в которых мы находимся, с нами считаются, с нами общаемся, мы доносим повестку, медийную повестку, которая потихоньку уходит вниз до медийного пространства тех стран, в которых мы живем. Это все хорошо, но уникальность проекта в том, что он очень разнородный, он неоднородный. Кроме вот этой федеральной структуризации, где у нас есть, конечно, структура координации, где мы стараемся поддерживать общую повестку, политическую повестку, народные посольства в каждой стране построены по-разному. И построены без какого-то давления теми активистами, теми волонтерами, которые эту работу тянут. В некоторых странах это фактически одна структура вместе с диаспорами на местах. В некоторых странах это абсолютно отдельно стоящая структура, которая занимается только политическими связями и контактами с МИДом, с дипломатами, с посольствами, консульствами других стран.
Ну и тогда вопрос, а скажи, какие все-таки перспективы у народных посольств? То есть после того, как демократия победит, они останутся востребованными или они сольются с нормальными обычными посольствами? Какой план? Хороший вопрос. Мы даже об этом еще не задумывались. Я, во всяком случае, точно об этом не задумывались. Но однозначно этот проект не остановится. Когда мы начинали тот же самый Exit Pool, про который мы с тобой говорили, никто не знал, во что он вырастет и как волонтеры, либо активисты, которые в нем участвовали, продолжат свою работу. Вот это все выросло в Народное посольство и в другие проекты, что накопленный опыт работы явно не пропадет даром ни для кого, ни для одного из участников. Наши дискуссии часовые, наше участие в так называемой школе народного дипломата, которую ведут состоявшиеся опытные дипломаты, в том числе бывший замминистра иностранных дел, который с нами работает, Владимир Остапенко, Павел Латушко, к нам всегда приходит. Контакт с такими профессионалами ни для кого не останется выброшенным. И этот опыт жизненный, наверное, все будут дальше использовать. А сама структура, наверное, тоже будет по-разному дальше существовать. Да, где-то, может, кто-то для себя изберет этот путь дальше и профессиональный, и сможет работать в консульствах, посольствах Новой Беларуси, не обязательно на дипломатических позициях, на каких-то других. Кто-то, может быть, да, скажет, что это настолько интересно, что он захочет дальше развиваться, получить образование дипломатическое, перейти на дипломатическую работу. Везде, наверное, будет по-разному, но огромный этот опыт будет просто для каждого хороший багаж для жизни. А скажи еще, вот если кто-то захочет стать таким вот народным послом в стране, в которой нету сейчас народного посольства, что нужно сделать, кому идти, с кем договариваться? Сейчас мы заглядываем не вперед, а вот сейчас, снова да. вернулись в реальность, в нашу реальность, в которой мы сейчас находимся. Тогда сразу же корректировка на слово народного посла или консула у нас нет. У нас есть координаторы и участники проекта. И это очень важно, потому что в этом слове уже и скрывается ответ на твой вопрос. Если у кого-то появилась идея и возможность участвовать в нашем проекте, мы для всех открыты, мы всегда рады. Но тут снова вопрос участвовать, работать в проекте, координировать этот проект, просто связаться с нами, координаторами этого международного проекта, и мы будем рады в каждой стране либо открыть новое посольство, либо консульство народное, или добавить, связать волонтера с уже сформированной командой, чтобы он в нее влился. У нас всегда есть фронт работы, до которого просто не доходят руки. Будем рады расширению как нашей команды, так и географии народных посольств и консульств. И, как я сказал, здесь не нужно бояться. У нас есть структуры, которые абсолютно виртуальные, заключаются собой в email-адресе в какой-то стране, где небольшая диаспора, с тем, чтобы можно было получать информацию, можно было получать крики о помощи и доносить медийную повестку до тех стран, в которых мы находимся, до широких разветвленных структур. В Германии у нас почти 20 человек в команде, и каждый занимается своей темой, подменяет друг друга, помогает друг другу. Не надо бояться, если есть желание включиться в работу, двери открыты. Так что, друзья, да, добро пожаловать в Народное посольство. Рекламный блок. Еще хотел с тобой такой вопрос обсудить. Вот мы с тобой два человека, которые считают себя очень белорусами, но тем не менее ведем нашу беседу по-русски, и нам так, очевидно, удобнее, да? Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, язык насколько является определяющим для культурного идентитета? Уверен, что является определяющим, в том числе и язык, и очень важен. Тут, наверное, надо к теме подходить очень осторожно. Было бы удивительно от меня что-то другое услышать, у которого мова, белорусский язык не родной. И я бы с удовольствием его дальше продолжал учить, говорил уже это не раз, но и даже пытался недавно снова начать учить. Мне дается очень тяжело, но окей, я классический легостейник, мне любой иностранный язык дается тяжело. Наверное, надо все-таки быть осторожным вот с таким силовым насаждением языка. Я просто заслушиваюсь иногда, когда люди красиво на мове говорят, прямо как льется, как песня.
когда это идет от сердца, от души, а не под каким-то запретом либо принуждением. Да, шаг за шагом надо любой нации, любому народу приходить к родному языку, но это ни в коем случае не должно быть под принуждением, под какими-то законами. Мы видели примеры и положительные, и отрицательные недавно в Украине. В Украине, если не перегибать палку, мне кажется, то этот вопрос решится сам собой. Слушай, ну вот у такого противостояния вокруг мовы есть как бы два аргумента. Белорусскомовные люди говорят о том, что ребята, вы не говорите по-белорусски, вы не имеете права себя называть белорусами. Русскомовные говорят о том, что, слушайте, у нас большинство, мы тут родились, мы тут живем, мы считаем себя белорусами, и поскольку у нас подавляющее большинство, то мы тут как бы важнее. Ты считаешь, в этих двух аргументах каким образом можно найти все-таки некое согласие или консенсус? Наверное, правда, как всегда, лежит где-то посреди. И, в принципе, я уже ответил на твой вопрос тем, что без экстрима, без давления этот вопрос, мое мнение, решится сам собой. Языковой вопрос нельзя решить законом. Вот издать закон, завтра все говорим на мове. Или издать закон, все, кто не говорят на мове, не, как ты сказал, не белорусы, или какие-то должны подтвердить экзамены для оставления либо получения гражданства. Мне кажется, такими вот запретными, принудительными мнениями, методами мы этого не добьемся. А те, кто говорят на мове, и могу Франка Вечерка как первый пример положительный привести, вот он меня очень мотивирует, очень. Он не насаждает это, но он для себя принял решение, которое поддерживает и с которого его пути не свернуть. Вот такими личными примерами можно промотивировать, побудить других людей переходить на мову, либо ее изучать, стараться отвечать. Я когда переписываюсь с Франком, я специально занимаю большего времени, смотрю внимательно, чтобы я ему правильно отвечать, стараюсь хотя бы пару фраз ответить ему. На мове Франк не даст это соврать. В этом все. Он меня на самом деле побуждает вот этой своей линией, но не насилием. Если я ему отвечаю на русском, он точно так же со мной общается и точно так же искренен. Вот, наверное, вот таким личным примером лучше всего, чем обвинениями. Слушай, ну у меня тоже есть человек, который меня побуждает говорить по-белорусски. Вот, наверное, да, это хороший пример как раз-таки народной дипломатии, да. Вот, но скажи, ты бы за что голосовал? За два государственных языка или за один? Если бы стоял такой вопрос выбора. Вот сейчас. Вот сейчас, конечно, за два. За два, сейчас да? За два. А дальше бы смотрели бы, как оно было бы развивалось. Ну, ведь люди, они, как правило, ну, большинство людей выбирают легкий путь. Да, легкий путь говорить на том языке, на котором привык, а переключиться на мову было бы для многих сложно. Ну, это работа определенная. Очень сложно. Да. Не просто сложно, очень сложно. И, как я уже сказал, путь к этому был бы довольно длинный, но лучше пройти длинный, спокойный путь, самосознанный. Конечно, тут вопрос и материальный, в это надо будет инвестировать и деньги, и время, и силы, особенно зачем? Чтобы не насаживать, не надавливать. Если будет больше мовы на телевидении, будет больше прессы, будет больше возможностей с детства детям в садике разговаривать, прийти домой дальше с родителями разговаривать. Примеров можно приводить много, если будет инфраструктура, это побудет, и будет та же культура, снова вернутся белорусскоязычные театры. Это вся структура принесет большего, чем один изданный закон, принятый референдум. Тем более ты сам только что сказал, что результат референдума практически известен, если мы сейчас в стране внутри его приведем. Нет, в неком виртуальном мире, в котором считают по-честному. В результате результат будет известен, это значно будет двухязычнее, потому что сам сказал, что все-таки людям будет комфортнее говорить на том языке. Еще раз, чего я боюсь, вот этого насаждения языка, но путь должен быть однозначно в мове, однозначно. Мы с этого начали только что с тобой разговор на эту тему. Язык является одной из составляющих самоидентификации народа, общности. Рано или к нему надо идти, но, к сожалению, мы сейчас находимся в той ситуации, в которой находимся после более 80 лет правления
коммунизма, где язык не считался или наоборот даже старался отодвинуться в сторону для того, чтобы как раз нации себя не самоидентифицировали. Да, путь будет нелегкий. Ну а какими стимулами можно, ну, скажем так, равнодушного обывателя сподвигнуть на то, чтобы он начал больше внимания уделять белорусской мове? Наверное, мы на правильном пути. У нас есть примеры людей, как я уже сказал, не буду повторяться, которые на нем говорят. И за последний год, хоть я и не начал на нем говорить, ты тоже, но мы сейчас так много слышим мовы вокруг нас, что, наверное, нам будет все проще и проще и проще когда-то взять и заговорить, и перейти. Другого я, честно говоря, пути не вижу. Может, какая-то государственная программа должна быть по... А я? Да. Я не только что говорил, я это только что сказал, что это будет и материально довольно емкая программа, и организационно однозначно. Однозначно программа, да, но без вот этого вот насаждения. Однозначно программа, специалисты должны ей заниматься и так построить, чтобы, да, перейти однозначно к единому языку национальному, но еще раз без вот этого вот экстрима. У нас камеры работают, все равно рискну сказать, без того, чтобы кого-то сильно-сильно-сильно обидеть, чтобы дать возможность снова каким-то популистическим силам использовать этот момент для спасения русского мира, восстановления русского мира. Хотя, подчеркиваю еще раз, национальный язык необходим, его введение и переход планомерно неизбежен к нему, но без вот таких экстремов, чтобы случались провокации. Уж куда-куда, но в русский мир очень не хочется. Слушай, а вот есть, например, такая страна, как Ирландия, да, в которой все говорят по-английски, при том, что есть свой язык ирландский. Ну и она себя чувствует вполне себе ирландской, то есть у них сильный идентитет национальный, который другими там, культурными моментами поддержан. Как считаешь, ну, вряд ли они вернутся к ирландскому, да, у них там даже, мне кажется, таких идей особо нету по продвижению. Может быть, это тоже неплохой путь? А это фактически... Почему нет? А может, они троллю тебя. Нет, все нормально. Это как раз-таки снова подтверждает мою мысль. А может, они и вернутся к ирландскому. Я не в курсе законов и как у них именно это все происходит в Ирландии. А может быть, у них и есть программа. Это интересно поузнавать. Даже у нас есть как раз народное посольство в Ирландии. Надо вот интересно, хорошая ты тему подал. Интересно задействовать и узнать. Я более чем уверен, что там есть какие-то программы по поддержке ирландского языка. Уверен, это, может быть, я ошибаюсь, но это как раз хороший, да, пример, и я думаю, что они как раз в этом отношении идут. Могу сказать про свою вторую родину, Германию. У нас тоже есть очень мало регионов, где говорят на так называемом Hochdeutsch, на классическом литературном немецком. Есть такие регионы тоже. А в основном в земных регионах поддерживается культура, поддерживается родной язык, но без вот этого снова какого-то обязаловки, так называемой. Сама та самая Бавария, чем дальше вниз, тем сложнее немецкий, но никто не заставляет даже в маленьких городах на нем говорить, а это идет от сердца, от души. Но все документы, вся государственная коммуникация, она же идет на Hochdeutsch. Конечно. Да, то есть, может быть, тоже, вот, кстати, неплохой момент, да, если бы все было по-белорусски, то это, в общем, постепенно где-то и втягивало бы в белорусскомовную среду. Конечно, с каким-то следующим шагом. Да, но вот сейчас просто вот все-таки язык — это настолько эмоциональная составляющая, что вот повернуть тумблер, какой-то рубильник и переключить с одного языка на другой, тем более, который не родной, не с молоком матери впитан, я думаю, был бы проблемой, тем более мы эту тему начали с разговора о том, что большинство людей все-таки говорит на русском, на родном языке, и это общество перевести резко одним решением волевым в другой язык, наверное, будет тяжелее, намного проще, если кто-то попадает в языковую среду, например, страны, в которой мы сейчас с тобой находимся, все-таки адаптация к языку большинства намного легче, чем вот такой быстрый необходимый переход, только потому, что так нужно. А все-таки переход должен потому, что хочется, потому что нужно, потому что не могу по-другому. Вот, наверное, я с тобой согласен, да, но видишь,
к сожалению, в любом народе носителями национальной культуры является какая-то, ну, небольшая все-таки часть населения. Обычно это не все вот прям патриоты, да, и мы это тоже видим, что многие вышли на митинги, многие активно протестовали, но все равно оставалась значительная часть людей, которые, ну, в общем, просто испытывали неудобство от того, что улицы перекрыты. Вот. Наверное, тут нужны и экономические стимулы, потому что тут одного самосознания недостаточно будет. Наверное, снова мы сейчас пытаемся две разные темы соединить вместе. Все-таки выход на улицу, который, как мы уже теперь, к сожалению, знаем, связан с риском для здоровья, для свободы, для каких-то материальных, хотя все слово материальных благ, все-таки нельзя сравнивать с языком, который для меня лично очень-очень эмоционален, очень такая вещь, которая очень личная, которую тяжело насадить, вот как ты сказал, заставить заполнить документ на каком-то языке, который не близок. Не близок, и до которого еще не дошло вот это сознание, что его нужно изучать. Когда я пришел на первый урок одного из предметов в университете, наш профессор сказал такую интересную вещь, что он сказал: я завидую тем, кто в школе изучал французский либо немецкий. Мы посмотрели, сказали, почему? Он говорит, потому что английский вам придется выучить в любом случае, у вас еще будет один язык. Так как уже немецкий и английский у меня остались за спиной изучением, то я точно знаю, что еще один язык в моей жизни появится. Ну что ж, тогда, надеюсь, ты для кого-то тоже будешь тем самым двигателем и там, пропагандистом языка. Спасибо. Да, слушай, ну и последний вопрос. Хотел с тобой поговорить про такой момент, как формирование нации, да, самосознание нации. Не кажется тебе, что вот сейчас, после наших событий 2020 года, наша нация как бы проснулась, да? Поднялась, мы в диаспорах увидели очень много людей, которых раньше вроде и не было, а вот сейчас мы кругом окружены неравнодушными белорусами. Что нужно нации для того, чтобы действительно сформироваться? Страдания, победы? Что это должно быть? Сложный вопрос. Наверное, даже себя не считаю специалистом так глубоко ответить на него, но, наверное, тогда постараюсь занять позицию наблюдателя со стороны, как будто бы вот все, что произошло, и тогда ответ просто короткий: да, вот то, что произошло, оно, наверное, послужило таким, не наверное, оно точно послужило толчком для появления для многих вот этой самой идентификации, для образования, как ты это выразился, так, рождения, снова возрождения нации, общности. Для многих Беларусь была место рождения, а для многих даже и не рождения, а место, где они выросли, куда их привезли родители, перемещаясь по одной стране, Советскому Союзу. И когда Отечество было в опасности, стало в опасности сейчас, мы это увидели, может быть, высокопарные слова, но на самом деле Родина переживала такой момент, когда в стране нельзя было для многих оставаться, особенно для тех, кто в безопасности был на тот момент. Ни в коем случае никогда в жизни не посмотрю криво, не только я, наверное, многие, и мы просто не вправе какие-то, не то что претензии предъявить, а вообще требования и каких-то предпосылок, таких подвигать людей, находящихся в стране, на риски. Это для каждого решения личное: выходить, что-то делать, участвовать в борьбе находящихся сейчас по ту сторону колючей проволоки. Но, наверное, я косо посмотрю на каждого, кто находится в безопасности и хоть чуть-чуть не приложил сил, не вложил свои личные финансы, не участвовал в заполнении вот этой копилки общей победы, а это и есть возрождение нации, это то, что сплачивает между собой, даже не то, что сплачивает, как называется, когда металл вместе соединяют, сварка. Сваривает, вот, даже не сплачивает, а сваривает между собой, потому что те, которые прошли через такие тяжелые моменты, бессонные ночи, дискуссии, обиды, снова примирение друг с другом, наверное, вот мы с тобой уже в жизни никогда не потеряемся. Ну, я в этом уверен. Слушай, но это все-таки общее дело, общая борьба, да, общие риски, общая цель. То есть вот это оно,
Ой, Леша, ты вначале ставил такие сложные открытые вопросы, а последний вопрос так легко ответить. А я ж тебя Да, готовил, раз да. Да. Это оно. Ну что ж, на этой ноте тогда предлагаю закончить. Будем надеяться, что все-таки белорусская нация действительно только начала формироваться, и мы еще дальше увидим такие примеры, которые весь мир удивят. Спасибо большое Михаилу, спасибо за внимание. Спасибо тебе, всегда приятно поговорить с умным человеком и ответить на Спасибо. умные вопросы. Да. Спасибо всем. Спасибо, до свидания.